Всем любителям творчества привет! С вами я, Ксения Назарова. Сегодня, друзья, предлагаю вам сделать вот такие замечательные, очень яркие цветочки из репсовой ленты. Диаметр цветка не более 4,5 сантиметров. Подойдет на первые хвостики, малышкам, на повязочки, на брошки и так далее. Если вы еще пока не подписались на мой канал, сделайте, пожалуйста, это. Мне будет очень-очень приятно. К тому же я каждый раз предлагаю вам новые интересные идеи для творчества. Чего и вам желаю, друзья. Давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, для того, чтобы нам сегодня сделать вот такой цветочек, нам понадобится репсовая лента шириной 12 мм двух оттенков – розовый и мятный. Цветочек состоит из 10 лепестков. Для одного лепесточка нам нужно взять отрезок длиной 5,5 сантиметров. Кроме того, нам понадобится для работы зажигалка, ножницы, пинцет, полубусина вот такая маленькая, кружок из, у меня в данном случае канва для вышивки, 14-15 мм, ну и зажим для волос. Вот такие вот лепесточки нам понадобятся для нашего цветка. Итак, беру в руки отрезочек, обрабатываю краешки огнем, намечаю серединку, складываю наш отрезок вдоль ширины пополам. И теперь посередине еще раз пополам. Так вот мы сложили в 2 раза и держим сгибом с левой стороны. У нас сгиб. Верхний правый уголочек зажимаем пинцетом и оплавляем огнем с одной стороны. Поворачиваем к себе местом сгиба. Что делаем теперь с вот этими 2 лапками? Загибаем их в противоположную сторону, то есть к себе, ровно посерединке нашей ширины. Сложили, закрепили, сплавили огнем. То же самое делаем с другой лапкой. Сложили, склеили. Ну и между собой мы тоже их соединяем. Если нужно, можно здесь подровнять ножницами, если неровный краешек, либо сделать лепесточек поменьше, тоже срезать. Но у меня здесь все ровненько, поэтому я просто склею, сплавлю все слои ленты и, держа лепесточек боком, срежу вот этот небольшой краешек. Он нам не нужен, нам нужен более плоский лепесток. И пройдусь огнем на месте среза. Вот что должно получиться. Место сгиба слева, правый верхний уголок зажимаем пинцетом буквально на 1 мм, приплавляем, разворачиваем лепесток к себе сгибом и, помогая себе пинцетом, посерединке ровно 2 лапки сгибаем пополам,
в противоположном направлении от вершинки. Склеиваем каждую лапку. Совмещаем друг с дружкой. Оплавляем. Держа лепесточек боком, срежем ненужный объем лепестка. Место среза оплавляем. Прижимаем пинцетом, лепесточек готов. Итак, для одного цветочка мне понадобится 5 лепестков, 5-6 лепесточков розовых и 5-6 лепесточков мятного цвета. И вот такая вот окружность. Сначала нижний, первый ряд будет у меня такого мятного цвета. Наносим капельку клея на основание лепесточка и останавливаем на нашу основу. Помогаем себе пинцетом. Нижний цветочек готов.
Состоит он из 6 лепесточков. И теперь будем верхний, второй ряд клеить в шахматном порядке относительно первого ряда. Во втором цветочке, второй ряд розовых лепестков, мне хватило 5 штучек, как вы видите. Если вы хотите более объемный цветочек, можно подклеить еще один ряд лепестков снизу. Вот таким вот образом он будет более пушистый, что я сейчас попробую тоже сделать. Так, наносить клей буду на лицевую часть, на краешек, на основании лепесточка и подклеивать.
Ну и 6-й лепесточек подклеим. И наш цветочек готов. Осталось только установить серединку. Вот у меня есть такая полубусинка лилового цвета. Такой вот получился наш цветочек. Этот цветок из 10 лепестков. Здесь у нас 12 мятного цвета лепесточков и 5 розового цвета. Поэтому он немножечко побольше. Смотрите, как здорово они смотрятся, если рядом сделать их заколочками. Вот, украсить ободок. В общем-то, покажу предыдущую свою работу из таких же лепесточков. Вот такой ободок мы делали. Есть у меня мастер-класс. Будет ссылка на него в инфобоксе под данным видео. И можно украшать эту заколочку. Вот сделать вот такие лапки. И сделать такие подвижные элементы в нашей заколке. Мне вот захотелось поэкспериментировать, поэтому я заранее сделала на нить, собрала такие же лепесточки, склеила их как в виде гроздев небольших, да, и также использовала бусины и пайетки. С изнанки нашего цветочка установлю эти элементы подвижные. Яркая летняя заколочка у нас получилась. И установим ее на зажим для волос. Такие заколочки у нас сегодня получились. Если вам понравился мой видеоурок, поставьте, пожалуйста, лайк, делитесь видео с своими друзьями, делайте красоту сами. Всем желаю творческих успехов и вдохновения. Пока-пока.